Может, кто помнит, я проводил стримы, и мне понравился вопрос от подписчика. Есть ли документальные доказательства потопов? Ведь об этом событии или событиях наверняка писали очевидцы тех лет. Есть косвенные свидетельства, такие как картины руинистов, но ученые заявили, что это фантазии авторов. И, кстати, большинство людей в это верит. Кто не в курсе темы потопов, давайте почитаем книгу Ломоносова «О слоях земных», где описано, что не так давно от даты написания книги было 2 потопа. В Модине и в ее окрестностях при компании колодезей следующие слои находят. В верхнем слое толщиной на 14 футов лежат явственные признаки и остатки старого города, который неоднократно разорен и погребен в своих развалинах. Под сим плотная земля, которая, как видно, никогда не была пахана. Несколько поглубже насыпь, смешанная с камышом и осокою, что растет по болотам. Всему следует тучной чернозем, о коем сомневаться нельзя, что он был некогда на земной поверхности и употреблен к земледельству, ибо содержит в себе всякие к земледельству принадлежащие орудия, и находят целые снопы в глубине около 24 и 26 футов. Также лесные орехи на самых кустарниках, дубовые, грецких орехов и другие деревья и листья. На 28 футов глубины доходят до слоя, состоящего из мелу, толщиною на 11 футов, в котором видны всякие морских животных остатки, раковины, устрицы и обломки других черепокожных. Сему следует слой черной легкой земли толщиною в 2 фута. В нем листы и дерев отрасли. После сего слой мелу в глубине на 52 сажени, слой гнилого сору, под ним опять мел. И снова гнилой сор, смешанный с галышами, хрящом, с мелкими раковинами и с песком при морских берегах обыкновенным. Еще меловой и гипсовой слой, и песок и галышки. При всем сем примечено, что остатки растущих вещей в черноземе и в гнилом сору, а не в мелу, содержатся. Напротив того в мелу и в песку морских животных части, а не в сору или в черноземе. Еще усмотрено, что больше в глубину, копая колодези, доходит до костей разных животных и до уголья. Тут же выкапывают заостренные кремни, куски железа, доски, выработанные из мрамора вещи. Книга была издана в 1763 году, и на момент написания книги не сгнили полностью орехи, ветви, листья деревьев и снопы пшеницы. В следующих строках Ломоносов пишет, что под торфом находят целые дубы и части кораблей. Как торф часто покрывают прекрасные и добрые луга, так напротив того под ним лежит всякая гниль и болотина, с разными остатками и признаками древней земной поверхности. Около некоторых деревень находят под торфом в Голландии и во Фландрии великие дубы с листами и с желудьми, деревья с грецкими, кустарники с простыми орехами, камышник и осоку. Все лежащее. Также разбитые части корабельные и морские орудия, весла, головни, ремни, железные инструменты, табачные трубки, горшки, иногда ружье, сеченые камни с надписями, старинные монеты и другие вещи. Жаль, Ломоносов не уточняет, как далеко от побережья были сделаны эти находки. Разбитые части кораблей говорят, на мой взгляд, о том, что цунами выбросило их на берег, где они позже были погребены торфом. Нетрудно догадаться, что тяжелый металл утонул и был погребен потопом, и выжившим стоило немалого труда с нуля выковать металлические изделия, хотя бы ножи. Кстати, о ножах. Ножиков.ру открыл новый YouTube-канал о ножах с длинными видео. Что интересного на канале? Там рассказывают о старинных ножах, об их истории. Также есть обзоры новых моделей от отечественных и мировых брендов. И, что крайне важно в наши дни, учат отличить оригинал от подделки. Например, мне канал помог выбрать нож для походов и охоты. На канале рассказывают, как правильно точить ножи, да и вообще, как за ними ухаживать. Еще на канале рассказывают, пожалуй, самую главную информацию – законодательство в области холодного оружия, что разрешено, а что запрещено в России. На канале делают обзоры и честные сравнения, какой нож лучше для каких задач.
Ну и самое интересное, на канале проводят розыгрыши и дарят подписчикам крутые призы. Канал ведет Ножиков.ру, крупнейший магазин ножей в стране. Подписывайтесь на Ножиков.ру, чтобы разбираться в ножах лучше всех. Ссылка в описании под видео. А мы продолжаем. Давайте согласимся с Ломоносовым и примем, что было два потопа. Не так давно от даты написания книги, и между самими потопами прошло не так много времени. Назовем эти потопы потоп номер 1 и потоп номер 2. Потоп номер 1 описан в книге монаха и иезуита Афанасия Кирхера. Годы жизни автора 1602-1680 годы. Книга была издана в 1665 году и называется «Мир подземный». Вот текст. Каспийское море, что потопом было соединено проливом близ устья Волги с океаном, который, по вероятному предположению, затопил все пустынные, плоские и песчаные места Тартарии. Чтобы вода из океана добралась до Каспия, высота волны должна была быть очень большой. Вот виртуальная карта. Если интересующую область затопить на 150 метров относительно современного уровня моря. Поэтому и высыхает Аральское море. Поскольку оно образовалось не так давно из-за потопа, а на его дне находят следы построек и другие артефакты, показывающие, что на данной территории жили люди. Я думаю, потопом 17 века объясняется арктическая фауна Каспийского моря, которая представлена 14 видами и подвидами. Эта группа включает организмы, предки которых сейчас широко распространены в северных морях. Некоторые представители арктической фауны Каспия – ракообразные, мезиды, морской таракан, рыбы, белорыбица, каспийская кумжа, нельма, млекопитающие, каспийский тюлень, нерпа. Основу арктической фауны составляют ракообразные, которые легко переносят опреснение. Арктические виды обитают на больших глубинах Среднего и Южного Каспия от 200 до 700 метров. Это объясняется тем, что здесь в течение всего года удерживаются наиболее низкие температуры воды – 4,9–5,9 градусов по Цельсию. Официально арктическая фауна проникла в Каспий в послеледниковое время – около 10–12 тысяч лет назад, а неофициально не так давно. Вот так, кстати, на старых картах изображали Каспийское море. Оно было вытянуто с востока на запад, а Аральского моря тогда не было. На карте затопления видно протоку, через которую наполнилось Аральское море. На мой взгляд, если сложить вместе труды Ломоносова, книгу Афанасия Кирхера, картины руинистов, старые карты Безаральского моря, современное его высыхание, арктическую флору Каспийского моря, то можно считать потоп 17 века доказанным. Кстати, есть такие загадочные артефакты древности, как Змеевы валы и самый протяженный объект – Заволжская стена. В наше время можно разглядеть следы вала в окрестностях Самары. Не исключено, что вал тянулся и дальше. В другую сторону вал тянется до Уральских гор. Высота насыпи 4–5 метров, ширина 10 метров. Если посмотреть на карту затопления, то можно предположить, что вал строился от периодических затоплений. На старых картах подписано «Скифия», и мы можем тогда ответить на вопрос, кто же построил этот вал – скифы. А Скифия на старых картах занимала территорию, сопоставимую с размерами СССР. Отсюда население той страны было просто огромным. Это я к тому, почему официалы не изучают Заволжскую стену. Потому что ее создание требовало немалых усилий. Официально в те годы на Руси не было столько населения, чтобы насыпать этот вал. В старых учебниках написано «Скифия» – прежнее название России. Скифы и сарматы – древние обитатели России, Ломоносов. Давайте посчитаем объем перемещенного грунта. Насыпь представляет собой в разрезе трапецию. Нижнее основание – 10 метров. Вверху, например, 3 метра, высота 4,5 метра. Итого было перемещено 73 миллиона кубометров грунта. Плотность грунта в среднем 2 тонны на кубометр. Итого 146 миллионов тонн. Телега могла перевезти 400–500 килограмм максимум. И вот в итоге вопрос,
Каким образом этот вал был построен, какой техникой и какие были задействованы человеческие ресурсы, если официально не было техники. Естественно, предназначение вала могло быть двойным, как дамба от наводнений и как транспортная система. На канале есть старое видео на тему змеевых валов, ссылка в описании. Зубцы Заволжского вала направлены в сторону Каспийского и недавно появившегося Аральского моря. Видимо, из этих морей периодически приходила вода. Я думаю, логично сделать зубцы в том направлении, откуда приходила вода, и их предназначение могло быть для усиления дамбы, так как если сделать вал в виде прямой линии, вода могла такой вал прорвать в самом слабом месте. Змеевые валы, что севернее Черного моря, одна из их функций могла быть защита от наводнений. Показываю карту затопления. Зубцы также направлены в сторону моря. На мой взгляд, строительство столь грандиозного сооружения должно было иметь под собой очень и очень веские причины. Ну, то есть, если нет сооружения, то смерть. Есть сооружение – жизнь. Официоз настаивает на защитной функции, но в официальной модели Руси с лаптями и небольшим населением этот вал вообще не смогли бы построить. А если были колоссальные человеческие ресурсы для постройки вала и те же лошади для подвоза грунта, не проще ли было создать эффективную армию для защиты от татаро-монголов? Вообще у официозов в древности была лишь религия и война, и все постройки объясняются или военным предназначением, или религиозным. Поэтому я не рассматриваю предназначение вала как военное. Что касается потопа номер 2, он, на мой взгляд, подтверждается этой медалью. Читаем. В ней стати по потопе «Северные войны» 1721. Читаем и понимаем как есть. Потоп 1721 года. В документах я пока четкого упоминания о потопе 1721 года не находил. Судя по учебнику XVIII века, до какого-то момента была Скифия. Потом Скифия погибает и появляется Россия. Таким событием, уничтожившим Скифию, может быть как раз потоп XVII века. И вся реальная история мира – это история отколовшихся от Скифии территорий, которые придумали себе письменность и историю. Или им придумали письменность и историю, отличную от изначальной. За примером далеко ходить не надо. Посмотрите на отколовшиеся советские республики. Это и скрывают в истории больше всего, так как та же Европа не так давно была частью Скифии. За книги с реальной историей инквизиция сжигала авторов на кострах вместе с книгами, да и сейчас паразиты делают все, чтобы мы не узнали правду. Вот такие идеи у меня касаемо потопов XVII-XVIII века. Да, это было катастрофичное событие, при котором погибло много людей, а также жречество. Этим и воспользовались англичане на рубеже XVII-XVIII века. Уже делал об этом несколько видео. Уже почти доделал видео и вспомнил следующее. Одна из австралийских народностей сохранила устное предание о том, как на Землю пришла великая тряска и вода. Миф содержит поразительно четкие детали древней катастрофы. После многодневного ветра пропал воздух. Стало трудно дышать, то есть налицо кардинальные изменения в атмосфере. Описаны волны, подобные цунами, и появление на суше рыб, которых никто никогда не видел, после того, как вода ушла. Землетрясение изменило рельеф. Люди, спустившиеся с гор, где спасались от цунами, увидели, что где были холмы, стали долины. На месте долин выросли холмы. И, наконец, солнце начало делать все наоборот. Раньше оно приходило с севера и уходило на юг, а после великой тряски и большой воды стало приходить с востока и уходить на запад, что означает изменение положения земной оси. Есть такое мнение, что был античный потоп. Делал об этом видео. Я думаю, что потоп – это лишь следствие более масштабного события. Земля изменила угол своего вращения. Как это возможно технически, пока обсуждать не будем. Как мы помним из мифа, Солнце стало всходить на востоке, а ранее оно приходило с севера. Это изменение должно было отразиться на таком привычном явлении, как сон человека. И как раз в интересующий нас период у людей со сном были некоторые странности или отклонения. Называлось это двухфазный сон.
состоявший из малого или вечернего сна. Затем примерно с 12:00 до 2-3 часов ночи был период бодрствования, а потом люди снова ложились спать, теперь уже до утра. Такое явление было распространено лишь в XVII веке. Позже люди адаптировались, и о подобном сне упоминаний больше нет. Означает ли это, что античный потоп был как раз в XVII веке? Ранее я предполагал, что этот потоп был приблизительно в 1450 году перед Иваном Грозным. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.